Здравствуйте. Друзья, насколько вы знаете, 31 января 2024 года Украина получила 2 порции холодного душа в Международном суде ООН в Гааге в ее споре против России. Досада сведомых по поводу случившегося свидетельствует о том, что позиция суда ООН, выразившаяся в 2 решениях, вызвала у них ступор или, если быть точным, даже шок. Что происходит? Что это было? Вот что мы читаем в каждом провластном украинском СМИ и слышим в каждом провластном украинском видеоресурсе. Что хотела Украина от суда ООН? Во-первых, исков было 2. Первый – обвинение России в нарушении Конвенции о финансировании терроризма на Донбассе и расовой дискриминации этнических татар и этнических украинцев в Крыму. А второй – обвинение России в ложном обвинении Россией Украины в геноциде русскоязычного населения или народа Донбасса. По финансированию терроризма Украина выдвинула 7 требований, а по расовой дискриминации 11. По финансированию терроризма требования следующие. Первое. Прекратить и отказаться от дальнейшего предоставления любой поддержки, включая финансирование, вооружение и подготовку незаконных вооруженных групп, совершающих акты терроризма в Украине. Второе. Гарантировать, что все оружие, предоставленное таким вооруженным группам, будет вывезено из Украины. Третье. Осуществлять надлежащий пограничный контроль, чтобы не допустить новых актов финансирования терроризма, в том числе поставки оружия с территории Российской Федерации на территорию Украины. Четвертое. Прекратить поставки денег, оружия и другого имущества с территории Российской Федерации и оккупированного Крыма для незаконных вооруженных формирований, совершающих акты терроризма в Украине, включая замораживание всех банковских счетов, используемых для их поддержки. Пятое. Запретить всем российским чиновникам действия по финансированию терроризма в Украине, в том числе министру обороны Сергею Шойгу, заместителю председателя Госдумы Владимиру Жириновскому, депутатам Госдумы Сергею Миронову и Геннадию Зюганову, а также возбудить судебное преследование в отношении этих и других лиц, ответственных за финансирование терроризма. Шестое. Оказать всестороннее содействие Украине в рассмотрении текущих и будущих запросов о помощи в расследовании и прекращении финансирования терроризма со стороны незаконных вооруженных формирований. Седьмое. Возместить ущерб в связи со сбитием рейса МН-17, обстрелом мирных жителей в Волновахе, в Мариуполе, в Краматорске, в Харькове, и в связи со всеми другими террористическими актами, которые Российская Федерация совершила, способствовала им или поддерживала, финансируя терроризм и не принимая мер для предотвращения и расследования финансирования терроризма. Что касается расовой дискриминации и требованиям в этой связи, то здесь они такие. Первое. Прекратить и воздерживаться от дальнейшей реализации политики культурной зачистки, принять все необходимые надлежащие меры для гарантирования полной и равной защиты для всех групп населения в оккупированном Россией Крыму, включая крымских татар и этнических украинцев. Второе. Восстановить права Меджлиса крымско-татарского народа и лидеров крымских татар в оккупированном Россией Крыму. Третье. Восстановить права крымско-татарского народа в оккупированном Россией Крыму на участие в культурных мероприятиях, включая ежегодное празднование годовщины их депортации из Крыма.
Четвертое. Принять все необходимые и надлежащие меры для прекращения исчезновения и убийств крымских татар в оккупированном Россией Крыму, в полной мере и должным образом расследовать исчезновение Ришата Аметова, Тимура Шаймарданова, Эрвина Ибрагимова и всех других жертв. Пятое. Принять все необходимые надлежащие меры для прекращения неоправданных и необоснованных обысков и арестов крымских татар в оккупированном Россией Крыму. Шестое. Возобновить лицензии и принять все другие необходимые надлежащие меры для возобновления работы крымско-татарских СМИ в оккупированном Россией Крыму. Седьмое. Прекратить вмешательство в крымско-татарское образование и принять все необходимые надлежащие меры для возобновления образования на крымско-татарском языке в оккупированном Россией Крыму. Восьмое. Прекратить вмешательство в образование этнических украинцев и принять все необходимые надлежащие меры для восстановления обучения на украинском языке в оккупированном Россией Крыму. Девятое. Восстановить права этнических украинцев относительно их участия в культурных мероприятиях в оккупированном Россией Крыму. Десятое. Принять все необходимые надлежащие меры, чтобы обеспечить свободное функционирование украиноязычных СМИ в оккупированном Россией Крыму. 11. Возместить всем жертвам политики Российской Федерации ущерб в отношении культурной зачистки и дискриминации в оккупированном Россией Крыму. И что касается дела по ложному обвинению России, Украины в геноциде русскоязычного населения или народа Донбасса, то здесь требований было 6. Первое. Заявить, что вопреки утверждениям Российской Федерации никакие действия геноцида, как это определено статьей 3 Конвенции о геноциде, не были совершены Украиной в Луганской и Донецкой областях Украины. Второе. Заявить, что Российская Федерация не может законно предпринимать какие-либо действия в соответствии с Конвенцией о геноциде в Украине или против нее, направленной на предотвращение или наказание предполагаемого геноцида на основании ее ложных заявлений о геноциде в Луганской и Донецкой областях Украины. Третье. Объявить, что признание Российской Федерации независимости так называемых Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики на 22 февраля 2022 года основано на ложном утверждении о геноциде и, следовательно, не имеет под собой никаких оснований в Конвенции о геноциде. Четвертое. Объявить, что объявленная и проведенная специальная военная операция Российской Федерации 24 февраля 2022 года и после этой даты основана на ложном утверждении геноцида и поэтому не имеет оснований в Конвенции о геноциде. Пятое. Обязать Россию предоставить заверения и гарантии того, что она не будет предпринимать каких-либо незаконных мер в Украине и против Украины, включая применение силы на основании ложных заявлений о геноциде. И шестое. Возместить ущерб, причиненный Российской Федерации в результате действий, предпринятых на основании ложного заявления России о геноциде. По обвинению в финансировании терроризма все требования Украины были отклонены судом. По расовой дискриминации татар и украинцев в Крыму требования Украины удовлетворены частично. По ложному обвинению в геноциде суд отклонил все требования Украины по квалификации действий России как незаконных и требования по возмещению ущерба от таких действий, оставив для рассмотрения только требования о признании российских обвинений Украины в геноциде, якобы совершенных Украиной в Луганской и Донецкой областях Украины, ложными. Почему суд не признал Россию государством, финансирующим терроризм, и, соответственно, не обязал Россию возместить нанесенный ущерб?
Это, по мнению суда, основано на том, что Украина не предоставила надлежащих доказательств в виде финансовых документов. Ну что ж, это говорит о том, что суд не смог определить помощь оружием, оказанную Россией сепаратистам Донецкой и Луганской областей Украины, как финансирование терроризма. Это кажется незаконным, но с этим разберемся позже. Что касается дискриминации, то, по мнению суда, факты дискриминации имели место, но они не касались дискриминации по этническому признаку, а носили политический характер, поскольку и этнические украинцы, и татары поддерживали Украину, и именно в связи с этим подвергались дискриминации не по этническому, а по политическому признаку, то есть в связи с тем, что они являются гражданами Украины. Поэтому в этой связи стоит подать иск, изменив его основание, то есть не обвинять Россию в расовой дискриминации, а в геноциде по политическому признаку, то есть по признаку гражданства. И вот в этой связи в группу лиц, подвергнувшихся геноциду со стороны России, Украине следует включить не только этнических татар и этнических украинцев, а всех граждан Украины, в том числе и русскоговорящих. И, наконец, ложное обвинение в геноциде. Окончательное решение суд по этому делу еще не вынес, но в Украине уже сейчас слышны возмущенные крики таких одиозных персон, как Фарион, утверждающих, что якобы Украина должна доказывать суду то, что она не совершала геноцида в Донецкой и Луганской областях. Отсутствие у Фарион профильного юридического образования не позволяет ей сообразить то, что Украина не обязана доказывать свою невиновность, поскольку для Украины, как и для любого участника процесса, действует принцип презумпции этой самой невиновности. То есть доказывать в суде факты геноцида, якобы совершенного Украиной на Донбассе, придется не Украине, а России. В этой связи показательным является то обстоятельство, что геноцид, в котором Россия обвиняет Украину, касается не только несуществующих народов Донбасса, непонятно на каком основании самоопределившихся на временно оккупированных Россией территориях Донецкой и Луганской областей Украины, а всех, без исключения, русскоговорящих граждан Украины. Таким образом, на сегодня дело о ложном обвинении Украины в геноциде русскоговорящих граждан Украины приобрело статус предмета процессуального производства в суде ООН в Гааге и стало значимым не только для территорий Украины, незаконно оккупированных Россией, а и для всех русскоговорящих граждан Украины. Если Россия докажет в суде то, что Украина совершала геноцид русскоговорящих в Донецкой и Луганской областях Украины, то это может стать основанием для самоопределения русскоговорящих граждан Украины не только в Донецкой и Луганской областях Украины, но и на территории всей Украины. Надеюсь, что не только мне, но и всем вам, друзья, интересно, чем же в конце концов закончится судебный спор России и Украины в Гааге по делу о ложном обвинении Украины в геноциде. Суд в Гааге должен будет ответить на вопрос, имеет или не имеет место геноцид со стороны Украины по отношению к своим русскоговорящим гражданам. Результат рассмотрения этого дела судом в Гааге чрезвычайно важен. Будем внимательно следить за процессом.